Немецкий банк аннулировал сделку на 100 миллионов евро, которые были нужны режиму, чтобы включить БелАЭС в энергосистему страны. Об этом сообщили представители Народного антикризисного управления. В начале апреля НАО обратилась к иностранным банкам и компании Siemens с просьбой отказаться от сделки на покупку нелегитимной властью газотурбинных установок, необходимых для модернизации энергосистемы Беларуси под атомную электростанцию. Напомним, что на текущий момент белорусские электросети не имеют достаточной пропускной способности, поэтому для того, чтобы пользоваться электроэнергией БелАЭС, необходимо реконструировать порядка 3000 километров электросетей в год. На прошлой неделе это подтвердили чиновники Белэнерго. Теперь отмена немецкого кредита не позволит режиму завершить модернизацию электросетей, без которой безопасное введение АЭС в эксплуатацию невозможно. По словам участника экономической команды НАО Николая Прокофьева, незавершенный проект грозит режиму дефолтом по другим обязательствам, связанным с атомной станцией. При этом возможности кредитовать покупку из других источников у нелегитимного по сути нет. Важно также отметить, что в резолюции Европарламента, принятой 10 июня, компании Siemens AG и другим компаниям Евросоюза рекомендовано прекратить обмен с режимом технологиями и другими разработками. Несмотря на тотальные санкции, режимные чиновники продолжают делать хорошую мину при плохой игре и даже иногда переигрывают. Так, на днях глава индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко, вероятно, забыл, что США возобновили санкции в отношении Беларуси и выкатил американскому предпринимателю-миллиардеру Илону Маску предложение, от которого нельзя отказаться. Ярошенко заявил, что ему известно о планах Маска найти площадку для строительства завода Tesla в России и предложил рассмотреть для этого проекта все евразийское пространство, включая непосредственно парк «Великий камень» в Беларуси. По его словам, цитата, «эту площадку можно рассматривать как реализацию своих самых-самых безумных инвестиционных проектов». Что ж, судя по всему, режиму очень-очень сильно не хватает денег. А вот Илон Маск, безусловно, блестяще умеет опережать свое время, с успехом реализуя самые невероятные стартапы. Однако очевидно, что даже для него будет слишком безумно привести свой бизнес в место, где в любой момент можно сесть за неправильный цвет носков, а сам бизнес могут отжать или лишить всех льгот по решению самодержца. Политзаключенных Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика и других фигурантов дела об организации массовых беспорядков могут осудить фактически без суда. Предположительно, процессы над ними пройдут в закрытом режиме в Гомельском СИЗО. По словам родных узников, они пока не имеют официального подтверждения, что суды начнутся в изоляторе. Однако, как отмечает супруга политика Николая Статкевича Марина Адамович, такой вариант более чем вероятен. Отметим, что практика судов в изоляторах набрала популярность в августе прошлого года, когда количество административно задержанных было настолько велико, что их начали судить потоком, причем процессы длились по несколько минут. В уголовной практике дела с большим количеством фигурантов также неоднократно рассматривались и на Володарке, и в СИЗО областных центров. Напомним, что Статкевич, Тихановский и Лосик находятся за решеткой более года. Игорь Лосик около 1,5 месяцев держал голодовку и порезал руки в кабинете следователя, когда ему были предъявлены обвинения в приготовлении и участии в массовых беспорядках. Сергея Тихановского обвиняют по 4 статьям Уголовного кодекса, включая разжигание социальной вражды и воспрепятствование работе ЦИК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Николаю Статкевичу предъявили обвинение в том, что он вместе с Тихановским и уже осужденным на 7 лет лишения свободы Павлом Северинцем организовал беспорядки в августе. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжение темы о закрытых судах. Кажется, что в ближайшее время все без исключения процессы по политическим делам будут проходить в таком формате. Хотя по белорусским законам суды открытые и гласные. Любой гражданин страны может на них присутствовать. Однако, как мы помним, в Беларуси иногда не до законов. Сегодня прошло очередное закрытое заседание. На этот раз по жалобе политзаключенной гражданки России Софии Сапегина незаконное задержание. Напомним, что самолет европейской авиакомпании, в котором София летела со своим парнем Романом Протасевичем, был принудительно посажен в Минске 23 мая. Софию и Романа задержали. Международное сообщество назвало этот инцидент актом государственного терроризма со стороны режима. Суд партизанского района Минска в удовлетворении жалобы Софии отказал. Саму девушку на заседание не доставили. Ее адвокат находится под подпиской о неразглашении. Он смог сообщить лишь о том, что в СИЗО КГБ София периодически испытывает чувство страха. Ей приходится пользоваться книгами из библиотеки, так как получить их в передачах нельзя. Со слов адвоката, кормят девушку хорошо, ей доставляют еду из столовой КГБ. Отметим, что студентку Европейского гуманитарного университета обвиняют в разжигании социальной вражды, а также по статьям об организации протестов. Иногда случаются такие ужасные вещи рядом, что кровь стынет.
Такие слова написал на волю политзаключенный Евгений Юшкевич. В своем письме бывший следователь, который находится за решеткой с апреля по обвинению в массовых беспорядках, рассказал, что получает очень мало весточек от небезразличных людей. Мужчина не считает себя известным человеком, которого должны закидывать письмами, но отметил, что в тех условиях, где он находится, остаться практически без связи с внешним миром супер грустно. К слову, на одном из наших стримов жена Николая Статкевича Марина Адамович рассказала о том, что для политзаключенных письма со свободы – это зачастую единственный способ узнавать новости. Напомним, что поддержать людей, которые незаконно удерживаются в тюрьмах, можно с помощью проекта «Письма в клеточку». На сегодня в Беларуси признаны политзаключенными уже 478 человек. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!